Приветствую всех, меня зовут Горбунова Кристина, я художник-педагог студии «Живопись маслом», город Санкт-Петербург. И сегодня мы с вами коснемся, наверное, самой сложной формы, которая есть у нас в портрете, это построение глаза. Посмотрим, как падает свет на глаз и как проще всего его будет нам нарисовать в разных ракурсах. Давайте посмотрим на картинку. Итак, давайте разберемся в строении глаза. Что в основе? В основе, конечно же, шар, потому что глазное яблоко представляет собой шар. Но мы видим только часть яблока и видим хорошо радужку со зрачком. Очень важно также учитывать толщину века, как верхнего, так и нижнего. Насчет света. Вот свет у нас падает на глаз, и мы видим хорошо блик. Блики, кстати, бывают не всегда такие яркие. Иногда освещения мало, и блик в глазике небольшой, не очень явный. На белке бликов не бывает. Только иногда из-за особенного освещения мы можем наблюдать такой небольшой блик на белке. Но самый яркий все равно будет здесь, на радужке. Также, когда свет у нас падает, то свет хорошо освещает вот эту вот поверхность, толщину нижнего века. Толщина верхнего века всегда у нас остается в тени. Также от верхнего века у нас всегда на белок и на радужку падает небольшая тень. Из-за особенностей строения радужки самая освещенная часть будет вот здесь, внизу, под зрачком. Сверху радужка у нас остается в тени, и за счет этого блик будет выглядеть гораздо ярче. Когда у нас ракурс фронтальный, в анфас, мы хорошо видим как внутренние уголки глаза, так и внешние уголки глаза. Во внутренних уголках у нас еще спрятаны слизнячки. Это такие вот розовые шарики. Когда мы пишем портрет, мы тоже эти элементы с вами рисуем и ставим на них небольшие блики. Когда у нас с вами ракурс в 3/4, вот, например, как на этой картинке, то мы хорошо будем видеть уголок глаза, который ближе к нам. Второй же внутренний уголок мы практически не видим. Вот как на этой картинке, смотрите, мы видим глаз таким каплевидным, то есть мы видим хорошо один кончик, вот один уголок, второй мы уже не видим. Глаз у нас дальше завершается вот такой вот дугообразной линией. Ракурс 3/4 бывает разным. Вот, например, как на этой картинке, мы все равно видим у глаза, который ближе к нам, оба уголка. У второго глазика мы не видим вот этот вот внутренний уголок, потому что его закрывает у нас переносица. Все мы смотрим по фотографиям, изучаем. Но очень важно, чтобы, например, когда у нас ракурс 3/4, вы понимали, что один уголок глаза мы будем видеть хорошо, второй не очень. Но все это смотрим уже относительно натуры, относительно каждой фотографии. Итак, сейчас мы с вами нарисуем глаз. Будем руководствоваться уже известными нам осью вертикальной и линии, на которые мы с вами садим глаз. Как я уже рассказывала в первом видеоуроке, у нас расстояние между глазками равно длине глаза. Ну вот я здесь намечу себе, что здесь будет переносица. Вернее, вот расстояние между глазами и вот один глаз. Как я уже рассказывала, то глазное яблоко – это вот такой вот шарик. Он достаточно большой. Дальше мы с вами должны представить, как верхнее веко нависает и нижнее. Вообще, какая форма у глаза. В фронтальном ракурсе верхнее веко вот таким вот образом закрывает наш глазик. Здесь есть уголок глаза внутренний, там у нас располагается слизнячок и идет нижнее веко. Ну, естественно, у каждого человека свой разрез глаз.
У кого-то это глаза миндалевидные, у кого-то более круглые. Все мы смотрим по натуре или на фотографию, с которой мы с вами рисуем. Дальше нужно наметить верхнее веко. Тоже смотрите по фотографии. У некоторых людей верхнее веко достаточно хорошо открыто. Мы видим красивую форму. И иногда верхнее веко немножечко бывает поуже, иногда пошире. В общем, смотрим на фотографию. И верхнее веко не настолько ярко выраженное. Вот так, таким образом, приблизительно мы должны с вами сначала наметить глаз. Дальше нужно наметить радужку. Радужка не большая. Радужка не должна закрывать большую часть белка, которого мы видим. И обычно радужка у нас сверху немного закрыта верхним веком. Если мы сделаем вот этот вот круг более прорисованным, и верхнее веко не будет так сильно заходить, то тогда человек будет удивлен. Если же мы наоборот еще больше наведем верхнее веко на радужку, тогда человек уже будет более уставший. Так что от положения верхнего века зависит эмоциональное состояние на портрете. Зрачок у нас находится посередине глаза, и он у нас всегда темный. У каждого века есть небольшая толщина, и в данном ракурсе мы будем видеть толщину нижнего века. А теперь давайте немножечко проработаем красками. Белки хоть и белого цвета, но из-за того, что это у нас все-таки объемная форма, это шар. На шар, когда падает свет, когда он освещается, то мы будем хорошо видеть блик, дальше свет, полутон, тень и рефлекс. Поэтому мы с вами белки никогда не делаем белым цветом. Мы только можем сделать блик белого цвета. У нас есть небольшая падающая тень от верхнего века. Вот я ее сразу здесь и намечу. Дальше у нас белок становится посветлее. Все-таки свет дает нам другой оттеночек. И так как эта форма у нас кругленькая, поэтому у нас должно быть плавное всегда, плавный переход от одного тона к другому. Таким образом. И вниз мы можем сделать белки еще посветлее. Вот так. Дальше давайте нарисуем радужку. У меня будет человек кореглазый. Я намешаю темный коричневый цвет, который положу здесь сверху. Как я уже говорила, из-за строения радужки в нижней части она будет посветлее. И рядом со зрачком тоже радужка у нас выглядит немного светлее. Но очень часто контур радужки остается темным. Нужно немножечко разгладить, чтобы у нас не было
резкого перехода от одного тона к другому. Внизу можно сделать еще посветлее радужку. Вот здесь. Тогда глазик будет более объемный. Иногда красиво выглядит, когда радужка у нас немножечко в некоторых местах сливается с белком. Получается более естественно. Так. Вот так. Теперь сделаем зрачок. Зрачок у нас всегда темный, и единственный вот элемент, который, как мне кажется, можно сделать черным цветом, это как раз зрачок. Зрачок у нас всегда посередине радужки, и его размер зависит от освещенности помещения, в котором запечатлен человек. Чем больше света, тем зрачок меньше. И давайте поставим блик. Возьмем белый цвет на кисточку и поставим здесь сверху блик. Вот уже у нас получился такой достаточно объемный глазик. Так как обычно у нас свет падает сверху, то у нас хорошо освещен элемент вот этот, то есть толщина нижнего века и верхнее веко. Но верхнее веко имеет тоже округлую форму, поэтому свет не полностью освещает верхнее веко. Сейчас намешаю цвет, который нам нужен будет. Пока закрою верхнее веко полностью таким цветом, сейчас добавлю еще оттенков. У нас еще есть ресничный контур. Его не всегда стоит делать черным цветом. Также у нас свет падает на толщину нижнего века. Там мы используем еще более светлые оттенки. Так. Еще у нас есть небольшой слизнячок. Его обычно делают в красных оттенках. Я тоже возьму розоватые. Но слизнячок у нас тоже представляет собой небольшой шарик, поэтому нам надо его форму тоже показать. Так. Добавим еще падающие тени от верхнего века, чтобы смотрелось более естественно. У нас тень там будет тоже в зависимости от освещения. Она может быть как теплая, может быть и холодная. И обычно также эта тень уходит вот сюда, во внутренний
вернее, во внешний уголок глаза. Вот таким образом. На слизнячке тоже бывает небольшой блик. И сейчас с вами сделаем нижнее веко. Нижнее веко обычно находится в тени. И оно не настолько очерчено, как верхнее. У каждого человека нижнее веко индивидуально, у каждого оно по-разному выглядит, так что нужно смотреть обязательно на натуру. Можно поставить также блики, но не настолько заметные, не такие светлые, то есть не чисто белым цветом вот сюда. Еще у нас есть складочка над верхним веком. Ее тоже нельзя делать слишком темной, иначе она будет на себя брать много внимания. И дальше у нас с вами идет, по-моему, это называется часть неподвижное веко. Здесь сверху. Эту часть тоже нужно смотреть по фотографии, светлее она или темнее верхнего века. Все зависит от освещения. Вообще, когда мы пишем портрет, мы всегда руководствуемся, во-первых, освещением, смотрим, как у нас освещен человек, откуда падает свет. Потому что от этого будет зависеть наличие рефлексов, бликов и вообще цвет кожи. Тоже во многом зависит от того, какое у нас освещение. Потому что нельзя писать человека исключительно в теплых оттенках. Вот таким вот образом мы с вами пишем глаз. Обязательно нужно смотреть, чтобы у нас белки не были белыми, потому что это шар, это такая сфера, на которую действует свет, и поэтому блик только у нас может быть белым. Дальше радужка, она всегда светлее внизу и темнее сверху, потому что сверху, во-первых, у нас нависает верхнее веко и дает тень, ну и во-вторых, из-за строения радужки. Также у нас светлой остается вот эта поверхность нижнего века, толщина верхнего века, мы ее не всегда видим, и можно сделать вот здесь вот потемнее линию, но опять же не черным цветом, несмотря на то, что здесь у нас идет с вами ресничный контур. Но я надеюсь, вы попробуете порисовать глаза, посмотреть, во-первых, как падает свет в разных ракурсах, как выглядит глаз в разных ракурсах, изучить форму получше. И удачи вам в написании портретов.